Гитлер капут, с вами Октавиан, и я возвращаюсь к истокам канала, обзору модов на РТВ. Рим ТТВ. Правда, теперь уже не работаю ни на какой форум. Если кто не знал, то я вначале, вплоть до середины апреля, где-то довольно активно работал на ТВОВ. Как говорится, чем начали, тем и продолжим. Хотел сказать, закончил, это получилось бы, что я ухожу с Ютуба, что неправда. Хотя ролики до февраля-марта там где-то будут клепаться очень медленно, увы, я даже не могу гарантировать одно видео в неделю. Ну, не совсем до каникул, может быть, не знаю. Прикиньте, какой-то шепот. Еще да, как бы обзоры за полчаса не сделаешь, еще сценарий приходится писать. Вот сейчас, блин, по бумажке, можно сказать, читаю. Прикиньте, вот какой шок делать со сценариями что-то вообще, просто обычным школу летсплееров. Хотя я такое опять-таки уже делал. Ну, лучше, блин, не смотрите, умоляю вас. Пожалуйста. Потому что звук ужасный был, мямли очень сильно, я вообще не мог строить предложение. Вот эти, конечно, очень люблю, но строить предложение совершенно. Мод о Второй мировой, в периоде самого расцвета рейха, то есть летом 1942-го, разработан рецидивистом мододелом, ну, то есть активным мододелом Дагалаксом и Салацаром, тоже довольно активным мододелом. Больше всего внимания, по-моему, мне кажется, уделено британскому фронту, ведь эти разработчики из Европы, потому что США и постсоветах всегда наибольший упор на их фронты, слушайте эти по поводу в Америке или наших 100-500 фильмах и играх. Ну, естественно. Хочется сказать одну вещь. Вот звук. Он лучше у всех модах на 20 век, по-моему. Ладно, музыка, ее везде более-менее приемлемо накладывают, но звуковые эффекты подобраны очень добротно. Это не того, это правда 21 век, но пофигу, вообще не переделан звуковые эффекты, так что всякие спецназовцы милиции стреляют прям в стрём, прикиньте. А вообще атмосферу реализован очень добротно. Правда, я думаю, вы сами видите, да? Великая битва Рейха и Британии, что сказать. Топят корабли, гибнут матросы. Какой все-таки мод. Реализм. Как вы видите, цитаты, всякие мелкие файлики и текст не переделаны по большей части, что очевидно, хотя бы потому, что они русифицированы у меня. Короче, я тут проведу сейчас еще одну битву сухопутную, чтобы показать реальную физику, звук и графику мода. Потому что, ну, вы же понимаете, что такие корабли — это чистой воды эксперимент. Довольно успешный, но кривой. Вообще игра очень сырая, это все-таки демка. Знаете, что не достает абсолютно всем играм чисто на огнестрельных тварей, что сумею реализовать тот же Майдан? Новые, нормальный экшен. Вы просто посмотрите на скорость битвы. Они тупо 2 часа стреляют, кто везучий, и прокачивание тут и прав. Конечно, как я видел на геймплейных видео, самая эффективная тактика — это отправить половину отряда в ближний бой, а половину стрелять, но все равно игра слишком однообразна. Это напоминает битву двух армий конных стрелков. Вы просто смотрите, как они быстро мрут. Прикиньте, какого тут мультиплеера. Что насчет танков? Нормально, лучники катапракты. Это, кстати, Катюша, это не танк, это установка танковая. Расцветали яблони, груши, выходила на берег Катюша, на высокий берег. Советская Катюша тут самая крутая установка, наверное. Наверное, единственная такого рода в игре, которая не просто танк, а вот так вот дальнобойного случая. Вообще, танки, кроме этого мода, по-моему, никто полноценно раньше не реализовывал особо. Хотя да, делали какой-то мод на Первую мировую, в 2016 еще. Может, смог еще кто, я точно не знаю, но точно таких модов не больше 3, по-моему, даже не больше 2. Короче, я пытался поиграть в мультиплеер с Дагалаксом, причем уже раз 5, но игра не хочет запускаться ни в Рейнджере, ни в Вове, несмотря на полуторачасовые танцы. Итак, подводим итог. Юниты 7 из 10 тут их достаточно, и они довольно интересные. Экшен 5 из 10, ну, не хватает его тут, вот честно. Атмосфера 7 из 10, ну, довольно атмосферно. Музыка 6 из 10, неплохая, достаточно. Визуальные звуковые эффекты 8 из 10. Реализм 5, вы сами видели. И историческая достоверность, но в принципе ее можно даже не оценивать, потому что автомод никаких не стримишь, но все равно 5 из 10. Итак, итоговая оценка 6 баллов из 10. Мод неплохой, но медленный и не очень реалистичный. Любитель, короче. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и прочее. Жмите колокольчик обязательно, чтобы узнать о новых уведомлениях. Заходите в группу Discord, ссылка в описании и смотрите мои другие видео. Ну, в общем-то, все.